Приветствую вас, капитаны! Это игра World of Sea Battle. Ну что же, завершается весенний фестиваль в игре World of Sea Battle, который проходил в первой половине апреля. Начался он, если я не ошибаюсь, 5 апреля и продлился до 18 апреля 2016 года. Сегодня последний день, когда я выполнил ежедневное задание, день 14. Ну, 2 задания здесь пропущено, а 12 заданий я выполнил и получил за 12 выполненных заданий 400 золотых рыбок. В этом весеннем фестивале ивентовыми предметами являлись золотые рыбки. Завтра суббота, последний день этого мероприятия. И в 23 часа 59 минут 59 секунд весенний фестиваль в игре World of Sea Battle завершится. Ну что же, пришло время подвести итоги. Меня неоднократно спрашивали, как тебе данный ивент в этой игре. Я все оттягивал. Ну и вот завтра последний день, поэтому все-таки подведу общие итоги, поделюсь своим мнением, своим впечатлением относительно этого мероприятия. Ну и поделюсь своими мыслями. Из всех ивентов, которые я видел в этой игре, начиная с ноября 2025 года, когда я впервые запустил игру World of Sea Battle, это самый худший ивент из тех 3, которые я видел. Напоминаю, в ноябре я участвовал в хэллоуинском ивенте, там предметы были леденцы. Дальше в декабре, начале января состоялся новогодний фестиваль, праздник. Там ивентовыми предметами были коньки, да, морские коньки. Ну и вот в апреле весенний фестиваль, ивентовые предметы, золотые рыбки. Ну давайте теперь подробно расскажу, собственно, почему я считаю, что данный ивент был самым худшим, ну, из тех, что я видел. Ну да, давайте перед тем, как переходить к критике, я немножко продемонстрирую вам то, что в течение этого мероприятия можно было заработать, выполнив вот эти задания, потому что подозреваю, что некоторые игроки будут смотреть этот видеоролик, когда весенний фестиваль уже закончится, и они в нем не участвовали. Ну, потому что в эту игру постоянно приходят новые игроки. Я об этом знаю, они пишут в комментариях под моими видеороликами из этой игры. Значит, за 3 выполненных задания получаем уникальный флаг, за 5 заданий дизайн паруса, за 6 заданий носовую фигуру, ну и тут капитанская печать и золотые рыбки. Кстати, капитанская печать на 14 дней, давайте посмотрим у меня до какого числа она теперь длится. Ой, да, они мне ее продлили, она у меня была до 20-го, потому что я долгое время не играл, зашел в игру и мне на 15 дней дали, была до 20 числа, и видите, продлили. Еще в рамках этого фестиваля появилось дополнительное задание «Похититель янтарного клада», за который можно было получить 200 монет и флаг янтарь. К сожалению, ребятки, я вам флаг янтарь продемонстрировать не смогу, потому что я эти сундуки 25 штук, ну, так скажем, и не нашел, и не довез. Из 25 сундуков я доставил 12 сундуков, но об этом чуть позже. Давайте продемонстрирую, как это все выглядит. Значит, ну вот на примере этого корабля флаг Сакура. Ну, мне он не понравился, какой-то сиреневый, он вообще выбивается, ну, из всех остальных дизайнов по этому фестивалю. Дальше на паруса вот такой якорь, вы видите. Ну так, наверное, будет видно. Якорь, вот якорь красивый, на парус сделали красивый якорь. Флаг фиговый, ну, по крайней мере, мне не нравится, может, кому-то нравится. И носовая фигура весенняя, плохо, наверное, будет видно, да? Ну, вот она там, какая-то японская девушка, и вытянула вперед руки, и там, видимо, цветочек сакуры она держит, что ли, или лотоса. Неплохо видно.
Носовая фигура. Ну, вот она. Разместить. Ну, приблизить я не могу. Короче, вот там женщина, да, видите, и вытянутые руки. В общем, вот это вот за весенний фестиваль можно было получить. Еще разок. Носовая фигура. Значит, вот эта женщина. Флаг вот этот вот такой сиреневый. И якорь на парус. Такая вот расцветка. Ну, носовая фигура мне понравилась. Якорь на парус, ну, тоже понравился. Вроде бы ничего. Вот флаг только не понравился. Вот это можно было получить за весенний фестиваль. Что касается заданий. Вот эти задания, они, ребятки, все однотипные. Они кочуют из одного ивента в другой. Вот все то же самое было в хэллоуинском ивенте и в ивенте на Новый год. Вот все то же самое. Я вот здесь, ну, может быть, я ошибаюсь, но я ничего нового здесь не нашел. То есть я в новогодний ивент все это делал, вот. И в хэллоуинский ивент это делал, и в весенний фестиваль я тоже это делал. Вот, в принципе, задания, ну, реализуемые. Единственное, я не выполнил вот этот квест на 8-й день. Это очень геморройное, очень затратное задание, да, 8000 урона огнем по воде кораблям нанести. Я в новогодний ивент его выполнял, там что-то 2 или 3 часа этот квест делается, я помню. Огненными ядрами стрелять, там бочки выкидывать за собой и вот этим вот огнем наносить. Ну, что-то около 2 часов я это делал, поэтому я в этот раз его пропустил. Ну, первый за день меня не было. Я зашел в игру на следующий день. И еще, знаете, я какой-то квест пропустил. Режим на эпической сложности я за монеты купил, потому что у меня свитков нету, чтобы проходить режим. Вот это я за монеты купил. Так, ну и да, перейдем к наградам теперь. Вот, заморский торговец. Что здесь можно купить? Да, кстати, я во время каждого ивента многократно говорил, что это уникальная возможность заработать большое количество денег. Так вот, сразу скажу, несмотря на то, что во время этого фестиваля владельцы этой игры убрали возможность торговать ивентовыми предметами, золотые рыбки невозможно выставлять на аукцион. Я об этом чуть позже скажу. Тем не менее, все равно возможность заработать хорошая, и заработок этот заключается в том, что вы все эти золотые рыбки обмениваете здесь на те предметы, которые на бирже стоят подороже, и их просто продаете. Я в начале этого ивента уже высчитывал, может быть, сейчас немножко цены изменились, но я вам скажу те цифры, которые я сам посчитал где-то 1,5 недели назад. Значит, если за рыбки покупать ключ, вот этот вот ключ от сундука, да, вот 10 штук за 80 рыбок, то получается стоимость одной золотой рыбки 6000, ну если продавать на аукционе. Если обменивать на эскудо, вот по этому курсу 150 за 120 рыбок, то получается стоимость одной рыбки 7250 монет. И самый выгодный вариант это обменивать на боевые марки. Я считал вот по этому курсу 1200 марок за 100 рыбок. То в этом случае получается стоимость одной золотой рыбки 9180. 9180 монет. Ну и если обменивать сразу на деньги, то стоимость одной рыбки 5700. Это самый невыгодный вариант. В общем, из 3 вариантов ключи, эскуда и марки, самый выгодный вариант получается боевые марки. Обмениваете, ну я думаю, так и сделали многие игроки, обменяли золотые рыбки на боевые марки, и боевые марки выставили на аукцион. В этом случае, повторюсь, ну, с учетом того, что еще биржа забирает, да, там 20%, когда вы марки продаете, ну,
чуть меньше, от 8 до 9 тысяч одна рыбка золотая. Для сравнения скажу, что в новогодний ивент я продавал морских коньков в начале ивента где-то по 13 тысяч, и на конец ивента, я помню, выставлял их по 11, по 10 500. То есть я заработал, ну, значительно больше. Сколько мне удалось за этот ивент заработать рыбок? Давайте посмотрим. 1269 рыбок мне удалось заработать. Ну, завтра еще один день. Я думаю, за сегодня и за завтра, ну, так скажем, 1270, да? 1270. А нужно, вот, чтобы 20 тысяч марок. Еще 80 рыбок. 80 рыбок, это 3 сундука мне надо привезти, будет 90 рыбок. То есть я так планирую, ну, я за сегодня и за завтра, думаю, 3 сундука все-таки довезу. Ну, если не довезу, значит, обменяю вот по курсу 1200 вот за 100. Вот сколько есть, все выменяю. Ну, надеюсь, 3 сундука все-таки за 2 дня я доставлю. Значит, 20 тысяч боевых марок. И давайте посмотрим, почем они сейчас торгуются. Редкие предметы, боевые марки, они торгуются сейчас по 700, ну вот я вижу, ну если все порты сделать. Подешевели марки, они, кстати, были дороже. Смотрите, 792 марки по 600 монет, да? Ну, по 600 я бы не продавал. Здесь аж выставили 36 тысяч. Ну, видите, это фестиваль, ребятки. Игроки, видите, уже начали сбывать, потому что, когда я подсчитывал, марки стоили где-то, ну, по 800. По 600 вообще таких цен не было. Сейчас, видите, все стали сбывать. Эти рыбки обменивают на марки, и марки выставляют. Ну, вот такая цена. Ну, давайте, грубо говоря, посчитаем, допустим, что я выставил по 650, ну, плюс 12% налог. Возьмем одну марку 600, да? 600 умножаем на 20 тысяч. Получается 12 миллионов. Да. Получается, что вот за этот ивент я заработал 12 миллионов. Ну, не заработал, как бы уже завтра заработаю. Ну, нет, вернее, даже и завтра не заработаю. Ну, я к тому, что вот если сейчас, то есть завтра я обмениваю, получаю 20 тысяч марок и завтра выставляю их на аукцион вот по 650, то заработок составляет 12 миллионов. Для сравнения, в новогодний ивент я заработал около 20 миллионов, потому что я этих морских коньков продавал напрямую на бирже, и этих морских коньков я заработал больше, гораздо больше, чем во время весеннего фестиваля, потому что разработчики здесь немножечко, так скажем, обосрались. Сейчас об этом поговорю подробно. Сперва расскажу, вернее даже продемонстрирую, где можно было получать эти золотые рыбки. Ну, помимо того, что вы выполняете вот эти задания, получаете за них золотые рыбки. Также золотые рыбки можно было добывать путем рыбалки. Но не с каждой рыбалки она выпадала, эта рыбка, и выпадала крайне мало, там 1-2 штучки. Могла выпасть, могла не выпасть. Это вот первый пункт. Второй пункт, тоже я неоднократно рекомендовал. Когда вы собираете вот эти вот карты, не открывать их, а ждать начала ивента. Я об этом говорил и в ноябре, и об этом говорил в декабре-январе. То есть копите их, храните их до следующего ивента, и во время следующего ивента их открывайте. Почему? Потому что во время ивента, когда вы открываете сокровища, добываете сокровища, вот, либо пиратский клад, либо торговцев, либо фанатиков, там выпадают еще и ивентовые предметы. В Новый год это были морские коньки, сейчас это были золотые рыбки. Ну вот я вам поставлю видеофрагмент, где я такую одну карту нашел и сокровище выкопал. Так, сейчас
во время фестиваля откроем карту торговца. Посмотрим, что там будет. Будут ли там золотые рыбки. Меня интересует. Вот этот клад. Да, 10 золотых рыбок. Ну, плюс еще ром и уголь. Карта припасов торговцев выполнилась. Еще одна возможность получить золотые рыбки. Разработчики добавили задание. Ой, я их все называю разработчиками. Хозяева этой игры добавили задание, которое называется «Похититель янтарного клада». Задание исключительно для PvP игроков. Это PvP как бы задание. Вы находите в море янтарный сундук, доставляете его в порт, и за каждый сундук, успешно доставленный в порт, вы получаете 30 золотых рыбок. Ну, тоже поставлю маленький видеофрагмент, посмотрите, как это работало. Доставляю очередной сундук. «30 золотых рыбок получил. К слову сказать, больше всего сундуков я собрал именно вот здесь, рядом с портом Асеп и Аль-Халиф, вот здесь в бескрайнем море. Здесь я собрал, ну, наверное, сундуков 6 или 7. Вот таким вот образом можно было добывать во время весеннего фестиваля ивентовые предметы, в данном случае золотые рыбки. Ну вот, в общем, я рассказал, да, относительно этих золотых рыбок. Вот еще момент упустил. Относительно того, что здесь появилось, но об этом тоже чуть позже расскажу. Вот новый корабль появился, да, Леопард. Причем здесь как бы характеристики есть, а посмотреть, как он выглядит, нельзя. Или можно. Нажмите, чтобы посмотреть. Вот, видите, можно. Вот такой вот корабль Леопард. Ну, по характеристикам я не буду, ну, просто вот вам его продемонстрирую. Так, ну-ка, дизайн не могу нажать. Ну, вот такой парусник. Характеристики его, он 3-го ранга. Ну, и стоит, да, 2100. 2100 золотых рыбок. Ну, это если на деньги пересчитывать, ну, это что-то близко к 20 миллионам. Понятно, что корабль 3-го ранга за 20 миллионов, но он того точно не стоит. Поэтому тратить на него столько золотых рыбок, да, их и нет. Теперь, ребятки, да, ну и тут всякие раскраска, всякая ерундень, вот это, ну, всякая мутатень. Я рассматриваю эти ивенты исключительно как способ заработка денег, потому что игра такая, что за деньги можно купить почти все других игроков на бирже. Так вот, теперь давайте перейдем к негативным моментам, почему этот фестиваль самый худший из последних 3, которые были. Во-первых, разработчики сильно подгадили игрокам. Ну, я считаю, обосрались. Извините за грубое выражение. Ну, так считаю не только я, и это выражение, собственно, оно не мое. Я его подчерпнул от огромного количества негативных отзывов, которые появились и в Steam, и в Дискорде, ну, больше всего в Steam, конечно же, после того, как этот весенний фестиваль начался. Ну, в Steam просто там и в комментариях под игрой в магазине, и под новостями, ну, там просто десятки, может быть, даже сотни комментариев, где люди говорили, употребляли вот это слово, обосрались. Я тут и взял это слово. Ну и почему, я вам расскажу. Значит, во-первых, убрали возможность продавать и покупать ивентовые предметы. Я считаю, что это большая ошибка. Это они сделали зло большинству игроков. Это они сильно обосрались, убрав возможность торговать ивентовыми предметами. Напомню, что
предыдущие мероприятия можно было торговать ими. Я не знаю, чем они руководствовались, ну, сделали и сделали. Так вот, почему это плохо? Потому что, смотрите, предположим, что игроки захотели купить, ну, такие фанаты игры, да, захотели купить вот этот корабль «Леопард». Ну, приобрести, вернее. Они во время этого весеннего фестиваля увидели и захотели его в свою коллекцию. Есть такие игроки, я знаю, они коллекционируют эти корабли. Я помню, смотрел один видеоролик, у человека было 40 кораблей в порту, представляете? Ну, такой большой фанат, он там несколько лет играет. У него в порту 40 кораблей, он все корабли, какие есть, все поскупал. Ну, коллекционеры есть в игре. Так вот, представьте, что человек захотел получить этот корабль «Леопард», ну и по разным причинам он за 2 недели, которые длится фестиваль, не смог собрать 2100 золотых рыбок. А я вам скажу, что даже собрать вот 1350 золотых рыбок, ну это очень довольно-таки сложно. Вот по этим вот заданиям, если выполнить все дни, вы получаете 960 золотых рыбок. Вот если только по этим заданиям 960 золотых рыбок. Ну, карты сокровищ тоже не особо так их много, что вы там их десятками открываете. Нет, такого тоже нет. И относительно... И все, а больше золотых рыбок взять неоткуда. Вот это вот похититель янтарного клада, ну, это, можно сказать, это второй раз они очень сильно обосрались, но об этом чуть позже. Во-первых, сундуки фиг найдешь. Я несколько дней плавал часами. И там буквально в течение 3 дней я плавал по 2-3 часа, я ни одного сундука не находил. То есть их, во-первых, фиг найдешь было, а во-вторых, фиг доставить. Но об этом чуть позже. Так вот, собрать 2100 золотых рыбок, даже ветеранам, даже таким игрокам, ну, которые давно играют, я считаю, что это проблематично. И по большому счету это проблематично даже потому, что большое количество в игре PvE игроков, которые не любят PvP, ну таких как я. И таких игроков много. PvE игроков. А похититель янтарного клада это исключительно для PvP. И я вам даже так скажу, это даже для клановых игроков. Потому что многие доставляли эти сундуки кланами. То есть там по 2, по 3, по 4 корабля плыли, доставляли этот сундук. И вот повторюсь, обычный игрок, тем более PvE, собрать 2100 золотых рыбок нереально. Ну, он просто не смог бы это сделать. Если он, конечно, не задрот, который играет по 24 часа. То есть я играл каждый день по 3 часа, и я вот собрал, вот вы видели у меня, да, сколько там? Каждый день я играл по 3 часа в эту игру, и я собрал 1269 золотых рыбок. А я занимался заданием похитителя янтарного клада. Ну, большую часть я довозил, но примерно половину меня топили, забирали сундуки. Поэтому вот столько вот я заработал как PvE игрок. Я играю один, без клана, PvE игрок, вот мой улов. Вот столько я заработал. Так вот, когда разработчики убрали возможность торговать ивентовыми предметами, ну, они сильно подгадили игрокам. Например, коллекционерам, которые захотели приобрести корабль «Леопард», ну и они не в состоянии за 2 недели 2100 рыбок собрать. Я понимаю, что найдутся игроки, которые скажут: Роман, да чё ты 200 рыбок, да я набрал, там кто-то скажет, я там 3000 набрал, я 4000 набрал. Ребятки, я говорю про PvE игроков. Те, кто набрал, они набрали это с сундуками. Повторюсь, вот за эти вот задания 960 рыбок можно получить. Если вообще янтарными сундуками не заниматься, 960 рыбок. Кто-то скажет, ну есть еще рыбалка. Ну, на рыбалке вы не заработаете 2000 рыбок. 1000 рыбок точно не заработаете. А если и заработаете, то это надо играть 24 часа каждый день. И то не факт, что вы столько 1000 рыбок выловите на рыбалке. Короче, если бы была возможность покупать эти золотые рыбки, игроки могли бы купить этих золотых рыбок на аукционе и приобрести вот этот корабль «Леопард». Большое количество игроков, у которых денег много в игре.
И они за эти деньги, я помню, и в новогодний ивент, и в хэллоуинский ивент, ивентовые предметы пользовались большим спросом, и ликвидность была высокая. Их не просто и не только продавали, их и покупали. Причем покупали активно и в больших количествах. Ну, те, кто не смотрели мои видеоролики, посмотрите по новогоднему ивенту, по хэллоуинскому ивенту. Рыбки расходились просто на ура. То есть там я выставлял, скажем, 80 там, да, или 100 рыбок. На следующий день их, ой, не рыбок, а этих коньков, морских коньков, на следующий день их не было. Покупали, они разлетались как горячие пирожки. Ликвидность, повторюсь, была высокая ивентовых предметов, а в хэллоуинском ивенте леденцы. Только выставил, тут же купили. То есть большое количество игроков их покупало. Ну, покупали зачем? Не просто же так. Конечно, обменивались здесь, что-то получали. Кто-то окраску там, кто-то еще жетоны, кто-то еще. Вот ледяной фонарь, например, хорошая штука. Почему нельзя было вот сейчас купить ивентовые предметы и вот приобрести ледяной фонарь? Вот даже я. Захотел бы я получить ледяной фонарь, ну 1550 рыбок, ну нету столько, я столько не заработал. Хотя играл по 3 часа в день. Вот. А представьте, если бы я играл по 1 часу в день, да? Я бы только вот эти вот задания выполнил бы и получил 960 рыбок. И все. И вот это все в пролете. Все, что выше 960 рыбок, это все я в пролете. Только потому, что владельцы игры убрали возможность торговать ивентовыми предметами. Тем самым подгадив игрокам, которые вот, если бы была такая возможность, вот это все приобрели бы, да, купив этих рыбок на аукционе. Первый раз сильно обосрались, ребятки. Ну и по этому поводу, кстати, негатива в Стиме огромное количество. А второй раз, ребятки, они обосрались, введя вот это задание «Похититель янтарного клада». Я по этому снял отдельное видео, оно называется «Сундуки с янтарем» или «Сундуки янтарного клада». Ну, я там об этом все подробно рассказал, поэтому сейчас я не буду в это вдаваться в подробности. Просто скажу, что, ну, это чисто PvP. Вот смотрите, вся карта красная, видите? Видите, все, красные пятна, это все игроков атакуют. Все игроков атакуют, это чисто PvP задание. Игроки разделились на 2 половины, даже, ну, вернее, даже на 3. Первая половина просто забили на этот янтарный клад, не занимались им вообще. В Стиме, кстати, я читал такие комментарии. То есть не вылавливали, даже проплывали мимо, там не доставляли. Вторая половина — это те, кто все-таки пытался найти и доставить, в том числе и я. И третья половина, я думаю, это большая половина людей, играющих в эту игру, это разбойники, там, пираты. Они сидят в портах, смотрят на карту, вот видите, сундучки. Это игрок везет этот сундук, и везет он в ближайший порт. То есть они сидят в порту и смотрят, куда этот сундучок приближается. Как только он приближается к маяку, игрок, если он в этом порту, выходит с маяка под ложным там или пиратским флагом и долбает, забирает в этот сундук. Вот. Если он где-то в другом городе, ну, он может переместиться. Там есть переносы же, да? Ну, вот так вот. Переправа, вот. Вот. Есть переправа, там сколько-то, 2 раза или 3 раза можно переправляться. Ну, в зависимости от того, какие навыки у вас изучены. Переправляется, забирай. Ну, то есть вот большая часть игроков вот занимается этим. Сидит в портах, мониторит карту, смотрит, как сундучки эти идут. И отбирает, забирает. Я вот буквально сегодня, кстати, вез 2 сундука. Это было вот здесь. Около Асеба, да, без крайки. Ну и 2 раза меня потопили. Причем охотились на меня втроем. 3 корабля за мной плыли. Кланы. Этим кланы в основном занимаются. Один на легком корабле книпелями вам сносит паруса, а за ним еще 2 больших тяжелых корабля плывут. То есть этот первый легкий книпелями вам паруса рвет, у вас скорость падает, времени на ремонт, там на что-то как-то отстреляться нету, потому что этот мелкий еще тоже по вам палит, даже если вы его потопите, но у вас паруса порваны, пока вы их там чините, те сзади 2 уже на больших первого ранга кораблях подплывают, ну и топят вас. Топят, берут на абордаж. Поэтому довести этот сундук, ну это очень сильно должно было повезти.
Вот относительно вот этого задания похититель янтарного клада больше всего негатива в Стиме. И даже я видел комментарии игроков, которые вот из-за этого бросали игру, покидали игру. Ну вот они там так и писали. Ну там с матом, конечно, с оскорблениями. Вот, удаляли игру. Так вот, второй раз, ребятки, это они обосрались, я вам скажу. Ну, много раз еще, конечно, срали. Вот, например, я снимал последнее видео по... где? Вот, бои на арене, да? Тоже я снимал видео, они не засчитывались, бои на арене, потому что есть ограничения. Бой не засчитывается, если вы нанесли на арене меньше 250 единиц урона. А в игре об этом вообще нигде не сказано. Вот, ну, тоже такая вот какулечка. Но самая огромная какулька это вот это, похититель янтарного клада. Я не знаю, зачем владельцы игры это сделали, зачем они, ну, и поломали то, что работало. Вот в предыдущие ивенты и продавать можно было, и вот такого задания не было. Новогодний ивент мне понравился, да, вы помните, там плавали морские эльфы, их снежками расстреливали, с них карты, а потом по этим картам сокровища. Вот это было интересно, это было, все были довольны. Сейчас сделали уклон для PvP игроков. Я не считаю это идеальным решением, потому что, ну это знаете, как бассейн, одна труба, по которой вода в бассейн поступает, бассейн наполняется, а вторая труба, по которой вода из бассейна вытекает. На что рассчитывали хозяева игры, введя это задание, ну если их анализ и планирование было нацелено на то, что PvP игроков придет больше, чем идет PvE игроков, ну тогда ладно. Хотя у меня данных нет, сколько ушло PvE игроков, а их ушло много, ну судя по тем комментариям, которые я читал в Steam. И сколько пришло PvP игроков, у меня таких данных нет. Но даже если PvP игроков пришло больше, чем ушло PvE игроков, все равно это решение не идеальное. Нужно все-таки стремиться к балансу. Я хозяевам игры даже могу дать вредный совет. Вы вообще в игре уберите мирные флаги. Вот вообще сделайте чисто PvP игру. Как Mortal Online. Да? Вот выплыл с порта и все. И ты в PvP. Нету вообще нигде безопасности. Около портов только безопасность. Мирные флаги вообще полностью уберите. Сделайте PvP игру. Ну вот как Mortal Online 2. Вышел за город и все, и тебя могут грохнуть. А чего? Вы же любители PvP. Ну, я так подозреваю, вы склонны к PvP игре. Сделайте PvP игру и все. Все PvE игроки свалят с игры и все будут PvP-шиться. Ну а чё? Здорово. А еще второй вредный совет вам дам. А сделайте еще full loot, тоже как в Mortal Online. Вас грохнули и вы потеряли вообще абсолютно все. Вот все, что было в трюме, все улетело. Ну а чего? PvP же. Вы же делаете уклон для PvP игроков. Ну, иначе как назвать вот то, что вы натворили? Вот это вот, как назвать иначе? Вот это задание для кого? Это же задание для PvP игроков. И большое количество PvE игроков ушло, судя по комментариям в Steam. Это не идеальное решение, надо все-таки стремиться к балансу. Ну, я не буду давать вредных больше советов. Могу дать полезный совет. Ну, сделайте два сервера. Один для PvE игроков, другой для PvP игроков. Во многих онлайн-играх, в которые я играл, так и сделано. Вот сейчас мы с Indigo будем переходить из Enshrouded в Soul Mask. Ну, наподобие Conan Exiles. Есть PvE сервера, есть PvP сервера. Ну, вот в Deadside я играл. Ну, много таких игр, сейчас перечислять их десятки на моем канале, да. Если ты PvP игрок, нравится, ну иди на PvP сервер. Все, PvP-шься там до одури, сколько тебе влезет. А если ты PvE игрок, как тебе играть? Ну вот в этой игре PvE игроки как-то уживаются, не заплывая вот в центр, в бескрайку, вот в этих вот по мирным водам плавают, что-то пытаются сделать. Но когда появляются во время ивента вот такие задания, похититель янтарного клада, который нацелен для на PvP игроков, ну конечно PvE игроки будут недовольны. Ну а как, вы их обделили?
Вот во время новогоднего ивента жалоб я вообще не видел. Все плавали, и ПВЕ игроки, и ПВП плавали, топили эльфов. Снежками их обстреливали, собирали карты, собирали морских коньков. Ну все были довольны, я ни одного негативного комментария не видел. А сейчас вы сделали, взяли, обрезали контент для ПВЕ игроков. ПВПшникам, ну, они довольны, они рады. Сидят в портах, караулят игроков, кто везет янтарный клад. А вот ПВЕ игроки оказались, так скажем, за бортом. Если мне кто не верит, вы зайдите в Steam, почитайте комментарии игроков под новостью от весеннего фестиваля. И, кстати, сильно подгадилась репутация и в Steam в магазине, на странице магазина, где есть игра. Так что это я все-таки считаю обосрались. Ну, сделали дисбаланс. Ну, если говорю, странно, что они об этом не подумали и не спрогнозировали это. Ну, это очевидно, даже ребенку понятно, что когда вы вводите такое задание, ну, это же логично. Это все равно, что молоток подкинуть, под него встать. Ну, и что, рассчитывать на то, что молоток вам на землю, на голову не приземлится? Ну, конечно, приземлится. А как? Сила земного притяжения же, закон действует. Поэтому, мне кажется, ну, вряд ли они, кто это делал, какие-то такие слабоумные, наверное, все-таки на что-то рассчитывали. Но единственное, я могу предполагать, что рассчитывали, что ПВП игроков придет больше. Кстати, может быть, даже в команде хозяев игры какой-то диверсант есть, да? Ну, такой, который руинит игру. Вы, кстати, команда, посмотрите, не один ли тот же и человек в вашей команде предложил ввести вот это вот задание, похититель янтарного клада? Не он ли предложил вам убрать продажу ивентовых предметов? И, кстати, не он ли вам предложил изменить розу ветров? Про розу ветров тоже отдельно поговорю, отдельное видео, наверное, сделаю. Как испортили, да, розу ветров. Теперь на Лере Квине никто не плавает. И на Октопусе. Октопус тоже люди копили на этот Октопус, он теперь пылится, потому что розу ветров сломали. Вот хозяева игры, у вас не один и тот же человек предложил вам вот эти вот 3 решения, которые ухудшили игру и вызвали огромное количество недовольства в Steam. Может, он диверсант, может, он специально совершает такие диверсии, а вы его одного послушали и ввели это все. Ну, в общем, странно, ребятки. Вот это вот задание сильно подгадили. Вот. Ну и как писали игроки, обосрались. Ну да, я тоже так считаю. Ну вот, ребятки, такое мое впечатление относительно весеннего фестиваля. Ну и мое недовольство примерно схоже с тем недовольством, которое испытали большое количество игроков. И, кстати, большое количество игроков покинуло игру из-за того, что хозяева сделали уклон в ПВП. Кстати, я несколько раз, вот пока играл, читал тоже в комментариях, но у меня нет возможности проверить это. Хозяева игры, ну, разумеется, конечно же, сами играют, да, в эту игру. И я неоднократно читал комментарии, что простые игроки, когда в бою встречались с хозяевами игры, которые играли, и там появлялись такие комментарии, что они, ну, не то чтобы читы используют, а просто они себе накручивают, то есть увеличивают себе урон, увеличивают себе прочность, то есть они играют с определенными привилегиями. Вот. Ну, не знаю, правда это или нет, но подозреваю, что все-таки они эту игру корректируют под себя, под ПВП, потому что, ну, а что им еще заниматься, да, в игре? ПВПшится. Вот, и поэтому делают уклон в ПВП составляющую. Ну что же, если так пойдет дело и дальше, то ПВЕ игроков будет становиться меньше. А вот насчет того, будет ли становиться больше ПВП, ну, если будет, если таким курсом идут хозяева, ну, пускай. Тоже как вариант. Почему? Если по трубе, по которой в бассейн наполняется там огромный такой поток
PvP игроков, прям сотнями они сюда в эту игру лезут, PvP-шицы. А с другой трубы из бассейна такой маленький ручеечек, PvE игроки уходят. Ну, если так, то почему нет? Не идеально, конечно. Нужно все-таки стремиться к балансу. Ну, если на это они рассчитывают. Если так, то пожалуйста. Следующий ивент обязательно будет в этой игре. Я еще в конце новогоднего ивента говорил, что, ребятки, ждите, весной будет ивент. Я, правда, думал, что он будет в мае. Вот. Но они сделали в апреле. Сейчас, так скажем, спрогнозирую, да, ну, предположу, что следующий ивент, летний ивент будет, ну, предположу, что будет в июле. Будет называться как-нибудь июльская жара. Или там летняя жара. Может быть, раньше сделают, может быть, позже. Но я предположу, что сделают в июле. Я к чему это говорю? Я уже играть не буду. Ну, собственно, я уже и не играю в эту игру. Просто вот на 2 недели вернулся на этот весенний фестиваль. Ну и сейчас снова я играть в нее не буду. Потому что, ну, делать-то нечего. У меня, ну, нечем в игре заниматься. В игре ни сюжета, ни квестов. Все изучено. Поэтому что делать? А я PvE игрок. Я PvP не люблю. Ну, не в этой игре, по крайней мере. Там в другие PvP игры играю, да? Ну, там, например, в Арену играл. Или вот сейчас Active Matter скоро в Steam выйдет. Ну, вот в такие игры. А здесь PvP, ну, мне оно не нравится. Не для меня. Вот. Поэтому я вернусь, наверное, только летом, когда будет летний фестиваль. Смотрите видеоролики. Их уже, наверное, больше 30 по этой игре у меня в плейлисте на канале, как в Ютубе, так и в Дзен. Вот. Ну и кому интересно, ждите лета и моих новых видео из этой игры, которые выйдут летом. Ну, либо же смотрите за нашими с Индиго приключениями. Они, конечно же, продолжатся. Мы вот после World of Sea Battle поиграли The Queenfall. Февраль-март, март-апрель Enshrouded. И сейчас вот в апреле вышел Soul Mask. Поиграем в Soul Mask пару месяцев. А летом будем, наверное, в Windrose. Сейчас Windrose, конечно, большим спросом пользуется. Но я так посмотрел, ранний доступ, и там багов много. Думаю, подождем до лета. Пусть немножко там патчи, фиксы выходят. Контента чуть-чуть прибавится. В Windrose обязательно поиграем, ну, наверное, летом. А сейчас мы, наверное, в Soul Mask пойдем, потому что вышел релиз. Игра была в раннем доступе около 2 лет. И мало того, что она вышла в релиз, там еще и дополнение крупное добавилось. С пустыней, новая карта. В общем, ну, кому интересно, смотрите мой канал. Смотрите мои видео из других игр. Все, на этом буду прощаться. Своими впечатлениями относительно весеннего фестиваля я поделился. Комментарии, наверное, пока оставлю открытыми. Ну, понятно, что дебильные буду удалять. Негативные тоже я удаляю. Критику не люблю, она мне не нужна. Вот. Пока оставлю комментарии открытыми. Можете писать. Вот, а там видно будет. Все, благодарю за внимание. Традиционно мое вам напутствие. 7 футов под килем и попутного ветра, капитаны. До новых встреч. Всем пока. Напоминаю, что все загружаемые на мой канал в YouTube видеоролики я дублирую и одновременно загружаю на мой канал, который находится в Яндекс.Дзене. Ссылка на канал zen.ru /Roman. Здесь собраны все подборки, плейлисты, которые есть у меня на канале в YouTube, также созданы здесь в Дзене. Вы можете зайти в любой из этих плейлистов и посмотреть любой видеоролик, который у меня есть в YouTube.